Всем привет! Меня зовут Марина, и вы на канале Russian Language Club, канале о русском языке и все, что с ним связано. Сегодня разберем интересную, немного загадочную грамматическую тему в русском языке. Собирательные числительные, или, проще говоря, слова двое, трое, четверо, пятеро и так далее. Вообще таких слов не так много. Они у нас могут быть только от 2 до 7, то есть двое начинается и семеро заканчивается. Давайте разберемся, когда их использовать, как правильно их использовать и почему мы можем говорить двое мальчиков и не можем говорить двое девочек. Итак, что это такое? Собирательные числительные. Это особые формы, которые обозначают количество и подчеркивают группу как единое целое. Двое, трое, четверо, пятеро, шестеро, семеро. Когда они используются? С существительными мужского рода, то есть словами «он», которые обозначают лиц, людей. Двое мальчиков, двое мужчин, трое студентов, четверо солдат и так далее. Если вы называете оба пола, двое детей, трое малышей. И здесь будут не только дети-мальчики, но и мальчики и девочки. С существительными, которые не называют людей, но употребляются только во множественном числе. Двое ножниц, трое саней, четверо часов. С личными местоимениями во множественном числе. Нас было трое, их было шестеро и так далее. Также мы можем использовать с наименованиями животных. Двое котят, трое ежат, четверо медведей. Ни в коем случае мы не используем со словами женского рода. Мы не говорим двое девочек, нет, только две девочки. После собирательных числительных всегда употребляется форма множественного числа. Мы говорим два мужчины, единственное число родительного падежа, но двое мужчин, множественное число родительного падежа. Собирательные и числительные у нас изменяются по падежам, как прилагательные во множественном числе. Например, у входа в университет стояло двое студентов. Именительный падеж или падеж 1. Почему сегодня в группе нет двоих студентов? Уже родительный падеж, падеж 2. Я подошел к двоим студентам. Дательный падеж, падеж 3. Я встретил двоих студентов на улице. Встретил кого? Падеж винительный, 4. Мы работали над проектом с двоими студентами. Падеж творительный, 5. Сегодня мы говорили о двоих студентах. Падеж предложный, 6. Самое важное, что мы используем эти слова собирательные, числительные с существительными мужского рода, особенно если они еще и обозначают мужской пол. Ни в коем случае не используем со словами женского рода. Также можем использовать с существительными во множественном числе, которые обычно обозначают парные предметы. Двое ножниц, трое брюк и так далее. Вот вроде бы и все. Теперь вы знаете, что такое собирательные числительные и как не запутаться в их использовании. А вы часто слышите такие формы? Трудны ли вам эти формы? Пишите в комментариях, подписывайтесь и давайте дружить в социальных сетях. Пока-пока! До скорой встречи!